Сегодня у нас есть новости, которые в сочетании создают потрясающую картину. С одной стороны, в Ивановской области дефицит кадров в распределительных центрах привел к дефициту базовых товаров на полках магазинов. С другой стороны, Владимир Путин повысил федеральный бонус за подписание контракта с армией в 2 раза, до 400 тысяч рублей. А Госдума решила рассмотреть вопрос о том, чтобы выдавать российское гражданство только вместе с постановкой на воинский учет. У нас давно продолжается история с огромным дефицитом людей на рынке труда. Государство изо всех сил людей оттуда вытаскивает в армию и на военное производство. И тут же самозабвенно распугивает мигрантов. Демография сегодня – это не абстрактная проблема. Демография сегодня – это банальный дефицит людей везде. И российское начальство знает только один, самый безумный способ решения этой проблемы – заставить всех рожать и запретить аборты. Что в их неадекватном мире как-то должно компенсировать тот убыток людей, который они сами каждый день организуют. Мы даже опустим здесь очевидный статистический факт. Рождаемость в 2023 году стала антирекордом за все время наблюдений, обскакав даже те самые лихие 90-е. Но мы это опустим, потому что это не важно. Рождаемость и рынок труда непосредственно связаны только так. Ушедшая в декрет женщина – это -1 сотрудник, на чье место надо кого-то искать. И все. По своему опыту скажу, младенцы очень плохие работники. Да, ребенок может быть в 100 раз симпатичнее какого-нибудь курьера или грузчика, но даже 100 младенцев тумбочку на 2-й этаж не поднимут. С точки зрения рынка труда дети создают отрицательное преимущество. Ты не можешь остаться на сверхурочную работу, если надо ребенка из детского сада забрать, например. Ребенку при работающих родителях нужна няня. То есть он создает не предложение, а спрос на рынке труда. При этом люди с детьми ощутимо снижают свою профессиональную мобильность. Одно дело в одиночку переехать в другой город на лучшую вакансию. Другое дело это сделать с ребенком, у которого есть школы, кружки, друзья и вообще собственная жизнь. А еще дети болеют, у них случаются конфликты с одноклассниками и учителями. Первая любовь и первая драма по ее поводу. Все прекрасные пироги взросления, которые неизбежно ложатся на плечи родителей, чем сокращают доступное время и пространство для работы. Не просто так. Во времена кадрового изобилия работодатели косо смотрели на тех, у кого есть дети, и на тех, кто потенциально может их вскоре завести. С экономической точки зрения ребенок – черная дыра. Он поглощает все ресурсы и ничего не выпускает наружу. Вот и ролик сегодня вечером выходит, тоже по этой причине в том числе. Нет способов насытить рынок труда работниками, кроме трудовой миграции. Трудовой мигрант в некотором смысле антиребенок. Вы ничего не потратили, чтобы его вырастить, выучить или вылечить. Вы вложили $0 в его человеческий капитал. Он приехал к вам уже готовый. Тут становится совершенно неважно, насколько мигрант квалифицирован. Может ли он рассчитывать нагрузку на стрелу башенного крана, говорит ли на 5 языках как носитель, или просто умеет копать от забора и до обеда. Даже самый неквалифицированный работник, доставшийся вам бесплатно, готовый работать сразу, это золотой актив в нашей аховой совершенно ситуации на рынке труда. Единственный способ хоть как-то балансировать экономику сейчас – это не тщетно стимулировать рождаемость в разгар войны, а привлекать мигрантов в бесконечных количествах. Но понимает ли это российское государство? Понимает ли, что чтобы исправить ситуацию на рынке труда, нужно сейчас привлекать всех? Водителей, каменщиков, грузчиков, продавцов, кладовщиков. Понимает ли, что кроме мигрантов раскладывать товары по полкам в супермаркетах больше некому? Что дома и торговые центры сами себя не построят? Понимает ли, что сейчас оно, государство, в слабой позиции? Что на свете немало развивающихся экономик с потребностью в рабочих руках? Что у мигранта есть выбор, а у государства выбора нет. Ему надо этого мигранта привлечь любой ценой. И здесь у нас повторяется история, о которой мы говорили на днях. С одной стороны, все понимают. С другой, у всех разные цели и задачи. С одной стороны, Минфин изо всех сил экономику деньгами накачивает, чтобы войну финансировать. А с другой стороны, Центробанк тщетно пытается хоть как-то эти деньги обратно выкачать, отправляя ставку в космос, чтобы обуздать инфляцию. В таких ситуациях ярче всего видно, что никакого российского режима как единой сущности нет. Нулевой результат иногда вызван просто тем, что одни ведомства считают своей задачей рыть ямы, а другие ямы закапывать. Экономический блок правительства, крупнейшие олигархи-промышленники, ассоциации предпринимателей, все люди, которые стремятся зарабатывать и разумно расходовать деньги, прекрасно понимают, никакой альтернативы мигрантам нет. Ситуация и без этого была тяжелой из-за объективной демографической тенденции.
20-е годы – это время, когда огромное поколение 50-х годов рождения уходит с рынка труда, уступая место рожденным в 90-х и начале 2000-х. Поколению крошечному. Сама тенденция создает пропасть, которую никем, кроме мигрантов, не заполнишь. Но Владимиру Путину нет равных в том, чтобы усугубить и довести до зенита любую проблему. В армию загнали сотни тысяч работоспособных людей, из которых уже больше сотни тысяч убили. Еще сотни тысяч выдавили за границу. Еще больше заняли непроизводительным трудом по литью танковых корпусов, сборке дронов и шитью бушлатов. Нет хорошего времени, чтобы начать войну. Но начать ее на самом дне демографической ямы, когда каждый человек, способный переложить шоколадку из коробки на полку на вес золота, это надо быть совершенно специальным образом идиотом. Путин пытается вести войну в сталинском стиле, вот только он не Сталин. Сталин правил в стране, где не рожают только камни да вода, где существовал огромный молодежный навес. Он мог себе позволить, даже если абстрагироваться от каких-то моральных принципов, а чисто про рациональные военные соображения говорить, мог себе позволить вести войну мясными штурмами, не считаясь с погибшими. Но когда ты стареющий автократ во главе стареющего общества, где людей работоспособного возраста впору под стеклом в музее держать и на них молиться, такое поведение неизбежно ведет к кадровой катастрофе. Есть люди, которые это понимают, которым очевидно, единственная опция как-то все сбалансировать сейчас – это открыть границы со всем миром и включить режим максимальной толерантности для каждого, кто решил к нам приехать и работать. Мы из-за развязанной войны совсем не в том положении, чтобы выбирать или что-то требовать, вроде знания языка. Не в том положении, чтобы людей заставлять проходить все круги бюрократического унижения и коррупции по пути легализации в России. Это не таджикский строитель теперь должен ночевать в очереди под дверью миграционного центра в Москве. Это мы должны строить центры найма в Душанбе, где каждый вошедший будет получать рабочий патент, билет на самолеты и конверт наличных на первое время. Иначе просто некому будет работать. От мышления в стиле нашей Раши текущему руководству России давно пора отказываться, даже по рациональным соображениям. Нанять мигранта – это не купить канарейку за копейку, чтобы пела и не ела. Это не они к нам ломятся, это мы должны их уговаривать и соблазнять теперь. Теперь прораб должен учить таджикский, а не каменщик русский. Потому что каменщик из Душанбе может поехать в Турцию или в Эмираты. Да куда угодно, где в валютном выражении платят даже больше. А вот на российской стройке его заменить неким. Это все совсем не оптимальная миграционная политика. По идее, ее надо строить так, чтобы к нам приезжали квалифицированные люди, знающие русский язык, приветствовать их и помогать интегрироваться. Однако из-за развязанной войны теперь не до жиру. Теперь при регистрации на рейсы из Бишкека в Москву вместе с посадочным талоном должны выдавать, если не российский паспорт, то уж точно ВНЖ на много лет с автоматическим продлением. Сейчас из-за искусственно созданного кризиса никакого иного выхода нет. Но есть и люди в российском руководстве, у которых цели, задачи и взгляд на мир прям противоположные. О таких людях мы сейчас поговорим после небольшого нашего объявления о книге. Удивительный парадокс. Те исторические события, которые непосредственно влияют на жизнь наших сограждан, по сей день известны россиянам меньше, чем история Октябрьской революции или эпохи Сталинского СССР. Хотя, казалось бы, с революцией прошло больше сотни лет, а перестройка была относительно недавно, и многие видели происходящее собственными глазами. Тем не менее, существует много мифов о 90-х, многие из которых создала пропаганда. Поэтому я выпустил книгу «История новой России». Вот тут она у меня в кадре всегда стоит. Там понятным языком изложены события 90-х и нулевых годов. Прочитав ее, вы узнаете, какие проблемы стояли перед реформаторами, какие были альтернативы экономической реформе и как победа Ельцина в конфликте с Верховным Советом создала предпосылки для появления путинской России. Ну и, собственно, как именно Путин строил в нулевых свой режим. Событий много, и они довольно запутанные, но мы структурировали книгу так, что очень легко разобраться, где, когда и что происходило. А еще мы сделали классное оформление, чтобы книга была не просто источником информации, но и украшением личной библиотеки. Отличным подарком, вот тут такие иллюстрации. Мы специально для каждой страницы, а это вот текст и иллюстрация. Мы вот так вот специально их красиво нарисовали. Купить книгу вы можете в России за рубли на сайте shopmaxcats.ru. Проблем с этим никаких нет, это абсолютно легально. А еще вы можете купить книгу из других стран, в ЕС или США, на Амазоне. Там она подороже, но тем не менее есть.
Все ссылки я оставлю в описании. Также я хочу напомнить, что у нас есть мерч. Вдруг вы живете не в России и хотите, например, сделать подарок кому-то, кто смотрит мой канал. Сможете приложить к книге худи с ободряющей цитатой или носки с надписью «До завтра» моим почерком. Есть кружки, футболки, шопер. Все очень качественное. К сожалению, вот это пока только для заграничных зрителей. В Россию пока это не доставляется. В общем, переходите на сайт и выбирайте. Тем более, что сейчас на эти товары действует акция. Если подумывали купить, сейчас самое время. Продолжим. Мы говорили о том, что сейчас есть люди, которые понимают, мигрантов из-за войны надо теперь привлекать, иначе рынку труда в России конец. Но есть и другие люди, у которых цели, задачи и взгляд на мир прямо противоположные. Есть российская армия, которая смотрит на мигрантов с вожделением. Мигрант из страны Центральной Азии, получивший российский паспорт, идеальный рекрут. Никаких связей внутри России у него нет. Взывать к собственной родине бесполезно. Таджикистан Рахмона — это не Израиль и не США, не та страна, которая будет впрягаться за своих граждан. С теми, кому хватило авантюризма получить российский паспорт, можно творить то, что с гражданином по рождению творить будет сложнее. Послушайте, с каким удовольствием Бастрыкин рассказывает, как лихо они отловили 30 тысяч тех, кто получил российское гражданство и не встал на воинский учет. 10 тысяч из них уже отправили рыть окопы. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, нежелающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем это нужны, товарищи, рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Это тот редкий случай, когда российскому силовику можно верить. Ведь объективно нет ничего проще, чем окружить стройку, склад, общагу где-нибудь в глухом Подмосковье, похватать там людей и отправить в военкомат. Прав своих они не знают, жаловаться им некому. Никто об этом не напишет, шум не поднимет. Российское государство прямо говорит, наше гражданство не дает никаких преимуществ, ведь у вас его могут забрать по велению левой пятки. А если оно у вас еще есть, мы имеем больше оснований делать с вами все, что в голову придет. Наш паспорт налагает на вас кучу обязательств и рисков и не налагает никакой ответственности на нас. Паспорт мы заберем в любой момент, но пока он есть, поедете рыть окопы. Любое большое преступление, вроде теракта в Крокусе, в первую очередь бьет именно по мигрантам. Тот же Бастрыкин с удовольствием рассказывает, какие удачные рейды по отлову людей они проводят, и призывает работодателей нанимать мужиков из Псковской области, которые вообще ничем не хуже, значит, по его словам. Не вопрос, мужик из Пскова действительно ничем не хуже мужика из Душанбе, и наоборот. Только в этого мужика из Пскова уже за 2 миллиона подчасов яр отправили. Вы не можете успешно решать две задачи одновременно. Соблазнять людей вахтой на подмосковном складе за 50 тысяч рублей и выплатой за подписание контракта, равной зарплате на этом складе за 3 года. Тут уж или то, или другое. Понятное дело, что 1000 человек новых рекрутов в день – плод фантазии одного бывшего президента России, а ныне Z-блогера. Но эта фантазия отражает желание государства. 1000 человек в день – это его идеал. А еще это крупное предприятие, сеть из нескольких десятков магазинов, плюс распределительный центр или крупный мебельный завод. В идеальном мире тех, кто обеспечивает войну, каждый месяц из российской экономики изымаются люди численностью персонала всего АвтоВАЗа. Каждый год всей сети «Магнит». Каждые 2 года целого всего РЖД. Чиновники не просто такого хотят, они делают для этого все возможное. Вместе с объявленным Путиным повышением федерального бонуса за подписание контракта до 400 тысяч рублей, общая выплата за подписание контракта в Москве уже приближается к 2,5 миллионам. Это большие деньги даже для Москвы. Для соседних же регионов, вроде Владимирской области, например, это средняя зарплата за 4 года. Нет сомнений, что это еще не конец. Что всем ответственным за поиск новых солдат сказано не жалеть ресурсов. Что когда закончатся люди по 2 миллиона, будут выделять 3 и более, и до бесконечности. Что тем, кто ищет людей на войну, плевать, что будет с рынком труда и как предприятия будут затыкать дыры. Тут же есть силовики, для которых мигранты не единственный источник рабочей силы, доступной экономике, а те, над кем можно бесплатно издеваться, изображая бурную деятельность. Реально расследовать причины исламистской радикализации в России, приведшей к серии терактов, сложно, долго и совсем не зрелищно, а еще не очень безопасно.
Устроить рейды по общежитиям, выслать одних и перебросить на фронт других просто понятно для тех, кто живет отчетностью. Вот как нельзя одновременно накачивать экономику баблом и бороться с инфляцией, так же нельзя одновременно бороться с дефицитом кадров, вытаскивать людей из экономики в армию и распугивать мигрантов. Почему в Иваново у вас некому работать на складе? Потому что бывший работник склада уехал воевать, а его потенциальной смене сказали: теперь к нашему паспорту прилагается поездка в военкомат. И вот не случившийся сменщик уже поехал грузить фуру в Дубай, потому что денег платят больше, а копов там вообще нет. В этом все российское государство и вся его война. Мы уже говорили, главное качество нашего начальства – инфантилизм, неспособность строить причинно-следственные связи и просчитывать последствия своих поступков. Всякий раз супер очевидный эффект становится для всех сюрпризом. У вас очень мало людей трудоспособного возраста. А вынуть на войну каждого человека – это не только насытить экономику лишними деньгами, которые тут же попадут в реальный сектор, но и создать зияющую дыру, которую неким заполнять. При этом вы по-прежнему относитесь к мигрантам как к мусору, хотя вообще-то должны относиться как к дорогим гостям. В итоге мигранты к вам не едут, а если и едут, то хотят заметно больше денег, потому что доллар давно уже не по 60. От идеи утащить на фронт всех, до кого можно дотянуться, вы не откажетесь. От идеи унижать мигрантов, делать их крайними при удобном случае, брать с них взятки и высылать по любому чиху тоже. Происходящее сейчас — это цветочки, локальные дефициты. Нет никакого плана, что делать, когда в экономике банально не хватает людей. Плана нет сейчас, плана не будет и завтра. Значит, дефицит будет обостряться, зарплаты придется повышать. Будут расти цены, а вместе с этим будут увеличиваться суммы, которые готовы платить за войну. Экономика, в которой способных работать людей все меньше, а денежная масса все больше, это экономика бешеной инфляции и дефицита. Булочник, который ушел на войну, не только насытил экономику лишними деньгами, создав неадекватный спрос, он еще и булочки перестал выпекать. Тут очень простая арифметика, даже не для высшего учебного заведения. Чем дольше будет идти война, тем больше такой дисбаланс будет гробить экономику. А когда война закончится, все станет еще хуже, ведь маятник унесет в обратную сторону. Связанные с войной рабочие места исчезнут, а остальные не будут созданы или успеют отмереть. Представьте себе, сейчас мы с вами не сможем открыть склад в Ивановской области, потому что у нас нет ни сотрудников, ни денег, при ставке ЦБ в 18% средств не привлечешь. А когда ушедшие на войну вернутся, в стране больше не нужно будет столько бушлатов и маскировочных сетей. Когда люди, привыкшие получать по 100 тысяч на фабрике и 200 тысяч на фронте, пойдут искать работу в реальный сектор, выяснится, что никакого реального сектора просто нет, что даже на 30 тысяч их брать некому. Государство выжгло все, что можно. В истории этой поражает не то, что происходит, а то, что происходящее оказывается для кого-то сюрпризом. Россия не может позволить себе большую войну ни по какому параметру. Этот факт не изменен с 24 февраля позапрошлого года. Да, такие экономики, как наша, не терпят коллапс в одну минуту. Сила инерции больших систем не фиг собачий. Можно долго плыть по течению и ничего не замечать. Но бесконечно сжигать деньги и людей в котле войны, ничего не получая взамен, и при этом процветать невозможно. Весь формальный рост экономики, который вы нарисовали безумными госрасходами, вернется такой рецессией, от которой вы офигеете. До завтра.